Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я подготовила для вас украшение на шею, которое я назвала «Колье Снежной Королевы». Это украшение я сделала в рамках эстафеты «Зимнее украшение». И эту эстафету мне передала замечательная девушка, очень талантливый мастер Наталья Амапала. Я думаю, все, кто любит бисер, все, кто занимается бисером, прекрасно знают Наташу и знают ее замечательные работы. Они наполнены энергетикой, такая у них замечательная цветовая гамма, ну и вообще работы очень талантливые, а Наташа очень хороший преподаватель, которая очень замечательно рассказывает, как сплести то или иное украшение. Я благодарна Наташе за то, что она мне предоставила возможность участвовать в этой эстафете. Я, в свою очередь, передаю эстафету дальше и передаю ее замечательному мастеру бисероплетения Тамаре Мясищевой. Тамара занимается бисером и плетет очень красивые украшения. Ее украшения поднимают настроение. Вы знаете, если вы зайдете на ее канал и посмотрите на те вещи, которые она плетет из бисера, у вас невольно возникнет улыбка. У нее украшения такие яркие, такие насыщенные. Вот я когда смотрю ее мастер-классы, вот честное слово, на целый день поднимается настроение. Очень красиво, очень талантливо. Тамара всегда хорошо объяснит, расскажет. Все, кто только начинает заниматься бисером, посмотрев ее мастер-классы, научатся плести. Поэтому я вас приглашаю, заходите на канал Тамары, ссылочку я оставлю в описании. И еще я эстафету передаю своей тезке, мастеру Любови Варлыге. Канал у нее называется «Любовь Варлыга. Магия бисера». Девушки, я всем рекомендую, зайдите, посмотрите, какие замечательные работы, какие красивые работы плетет Любовь. Я уверена, вы просто влюбитесь в этот канал и будете с удовольствием всегда смотреть работы этого мастера. Еще раз повторяю, ссылочки я оставлю в описании. Ну, итак, давайте приступим. К прошлому Новому году я плела вот такое колечко и назвала его «Перстень Снежной Королевы». Еще год назад, к Новому году, я плела браслет «Снежная королева». И вот я решила сделать украшение, тоже такое зимнее, и назвала его «Колье Снежной Королевы». Так как это украшение у меня конкурсное, я планировала его сделать достаточно сложным. Но, думаю, для начала я сплету простую цепочку, а потом буду ее каким-то образом украшать. Мне хотелось сделать вот здесь такие длинные подвески, ну и так далее. Но когда я сделала вот эту обычную простую цепочку, то я так поняла, что мне ничего не хочется сюда добавлять, потому что колье получилось, в общем-то, самодостаточное. Оно очень нарядное, очень красивое и очень уютно и хорошо ложится на шею. Ну и давайте я вам расскажу, из каких материалов я это делала. Перво-наперво вот такой вот серебристый металлизированный бисер, его номер 18131. Вот эти вот большие кристаллы 4 на 6 миллиметров. Вот эти вот мелкие кристаллы, вот они стоят вот здесь, 2 на 3 миллиметра. Белые большие бусины, вот эти вот бусины, 6 миллиметров. И маленькие бусинки, вот они, видите, здесь стоят. Это бусинки 3 миллиметра. Как я сказала, это колье плетется очень и очень просто. Даже если у вас нету большого опыта в плетении, то за 2 часа вы себе такое украшение запросто сделаете. Единственные трудные места в этом колье – это сделать потом окончание, ну и начало, чтобы было куда прикрепить замочек. На это колье у меня ушло 41 кристалл, ну и на 2 бусинки больше, то есть, соответственно, 43 бусинки. Ну и так давайте приступим. Плести мы будем этими же материалами. Единственное, что я поменяла бисер, чтобы не блестел, я взяла вот такой матовый бисер. Значит, первый наш набор будет вот такой. Мы набираем бусинку, 2 бисеринки, кристалл 2 на 3, 3 бисеринки,
бусинка 3 миллиметра. Набираем одну бисеринку. Для начала мы набираем вот такой вот набор. Бусинка, 2 бисеринки, кристалл маленький 2 на 3, 3 бисеринки, бусинка 3 миллиметра и еще одна бисеринка. Подводим вот этот наш набор к концу ниточки. И заходим вот в эту бисериночку в обратном направлении, вот так. И подтягиваем. И вот что у нас с вами получается. Теперь мы набираем в обратном порядке 3 бисерины. 3 бисерины. Кристалл. И еще 2 бисеринки. И вот здесь вот наши ниточки встретились. И вот здесь мы с вами завяжем узелочек. Я завязываю узелочек перед бусинкой. В бусинке всегда легко скрыть наш узелочек. Вот так, смотрите, завязали узелочек и проходим в бусинку. Прошли в бусинку до щелчка. И теперь ниточку вот здесь после бусинки мы можем смело отрезать. Наш узелочек надежно спрятан в бусинке. Можно еще чуть-чуть подтянуть. Мы проходим всю дорожку, которую мы с вами только что набрали. Вот так. Выходим из бусинки. 3 миллиметра. И заходим вот в эту вот бисериночку. Вот так. Теперь мы набираем вот такой набор. Смотрите. Кристалл 4 на 6. 1 бисерина. Бусинка 3 миллиметра. И еще 3 бисеринки. 1, 2, 3. Ну вот смотрите. Наша ниточка выходит из бисериночки. Мы подводим наш новый набор. Кристалл 4 на 6, 1 бисерина, бусинка 3 миллиметра и 3 бисеринки. И смотрите, вот наша ниточка выходит сюда вправо. Я захожу иголкой вот в этот вот кристалл 2 на 3 миллиметра. Вывела. И дальше наши наборы будут все время повторяться. Один наш набор будет такой. 2 бисерины, бусина 6 миллиметров, 2 бисерины, кристалл 2 на 3, 3 бисерины. Подводим сюда к плетению и иголочкой проходим в бусинку 3 миллиметра. Вот так. Прямо вот с той стороны, где у нас стоит с вами наша... Прямо вот с той стороны. Ну, естественно, что нужно не забывать хорошенечко подтягивать, чтобы не было вот таких у нас пролысин. Следующий наш набор будет такой. 1 бисерина, кристалл 4 на 6, 1 бисерина, 1 бусинка 3 миллиметра и еще 3 бисеринки. Подтягиваем к плетению и заходим в кристалл 2 на 3. Вот так, по ходу плетения. И хорошенечко подтягиваем. И дальше продолжаем чередовать наборы. Первый набор. 2 бисерины. Бусина 6 миллиметров. 2 бисерины. Кристалл 2 на 3. И еще 3 бисерины. И заходим в бусинку 3 миллиметра. Следующий набор.
Следующий наш набор: 1 бисерина, кристалл 4 на 6, 1 бисерина, бусинка 3 мм, 3 бисеринки. Подводим к плетению и заходим по ходу снизу вверх вот так вот в кристалл 2 на 3. И так продолжаем. Первый набор, второй набор, первый набор, второй набор. За счет того, что мы с вами имеем разницу, смотрите, бусинка у нас это 6 мм, а кристалл 4 на 6, то есть ширина кристалла вот здесь 4. И здесь к бусинке мы набираем 2 бисерины, а здесь по одной. И наше колье вот такую вот естественную округлость приобретает. Когда я провязала 17 кристаллов, то вот здесь, смотрите, в серединочке, я стала вставлять 2 бисеринки. Для чего? Вот этот вот кусочек из 7 кристаллов у меня он ровный. Если бы я вот так же продолжала вставлять по одной, то у меня бы очень быстро вот закрутилось бы колье вот в такую вот округлость. Поэтому на 17 кристаллов я вставляла здесь 1 бисерина, здесь 2. Вот такой вот промежуток из 7 кристаллов, вот его видно, видите, здесь по 2 бисерины. Возле кристалла я вставляла 2 бисерины. Ну и остальные 17 кристаллов я проплетала с 1 бисеринкой. Поэтому колье очень четко лежит по шее, очень хорошо так прилегает и его никуда не ведет. И смотрите еще, если вы захотите удлинить вот эту вот часть, то вы можете набирать вот здесь не 3 бисерины, а допустим по 5. Тогда ваше колье будет вот здесь более широким. Когда я провязала 17 вот этих кристаллов, я счет вела по кристаллам, я сразу разложила их, допустим, 17 штук отложила, потом, когда они закончились, я достала 7 кристаллов, это чтобы каждый раз не просчитывать, проплела 7 кристаллов и опять отложила. Ну, смотрите, о чем я говорю. Сейчас я сделала наш первый набор, захожу в бусинку 3 мм. И наш второй набор, теперь смотрите, я делаю, беру 2 бисерины, кристалл 4 на 6, 2 бисерины, бусинку 3 мм и еще 3 бисерины. И точно так же, как я и говорила, только у меня вместо 1 бисерины вот здесь вот по 2, продолжаю плести. И вот если я проплету этот участочек подольше, то у меня колье не будет так резко извиваться. Оно здесь будет какое-то расстояние более плавно. Вот, смотрите. Ну, будем считать, что колье мы с вами уже закончили. Видите, вот здесь у меня идет больший изгиб, здесь у меня получается более ровно, потому что вот здесь я вставляла по 2 бисериночки. Ну и смотрите, после того, как я закончила плетение, вот я начинала с того, что у меня крайняя стоит бусинка, то есть здесь я должна сделать еще одно звено. Вот, я делаю еще одно звено. И вот у меня окончание колье. Так как у нас вот это верх, то наш замочек должен быть скошен вот сюда, вот этот набор. Я делала, смотрите как. Я набрала 1 раз 3 бисеринки, 2 раз 3 бисериночки. И зашла вот так вот сверху вниз, кристалл 2 на 3. У меня вот тут такая образовалась дуга. Теперь я пошла по кругу. Для того, чтобы выйти из кристалла 4 на 6 мм, из крайнего кристалла.
Вот так. И вот здесь вот я пришила замочек. Ну, может быть, вы, конечно, сделаете по-другому. У каждого свои методы пришивания замочков. Ну, вот такое вот получается окончание колье. На этом, друзья мои, я всем желаю, плетите с удовольствием. Пусть у вас всегда все получается, пусть украшения ваши будут прекрасны. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю обязательно всем крепкого здоровья, успехов, благополучия. Всего вам доброго. До свидания.